Несмотря на уход ветеринаров, медведь скончался сегодня во сне. История со спасением белого медведя началась в сентябре 2022 года. Тогда жители северного поселка нашли животное вблизи жилых домов. Какие-то браконьеры подстрелили медведя и бросили его умирать. По словам местных, раненый медведь находился возле домов около 2 недель. Животное хромало и питалось мусором, но к людям подходить опасалось. Жители сразу оповестили экстренные службы, к проблеме подключились региональные власти, Министерство экологии. На место приехали ветеринары, усыпили Мишку, чтобы была возможность транспортировать его без большого стресса. Животное было практически обессилено и никак не могло сопротивляться. Поначалу специалисты решили, что зверь — это самка, но позже оказалось, что речь идет все же о медведе. Ветеринары нашли многочисленные следы от пуль, а задние лапы медведя оказались порезаны. Животному парализовало нижнюю часть тела, и в целом хищник был сильно обезвожен. Эксперты сделали вывод, что животному около 2 лет, и для белого медведя он весил совсем немного, около 60 килограммов. Ветеринары оказали медведю первую помощь и стали готовить его к перевозке, где ему могли оказать квалифицированную помощь. Специалистам удалось немного стабилизировать состояние Мишки, но их прогнозы все равно были неутешительными. Шансы медведя на выживание были 1 к 1000. Силами многих специальных служб и волонтеров была организована полноценная спасательная операция. На счету была буквально каждая минута, а вылететь с севера рейс мог бы только при благоприятной погоде. Задержки вылетов на часы и дни из-за шквального ветра являются обычным делом. Но тут медведю повезло, ясная погода наступила достаточно быстро. Зверя посадили в специально изготовленную клетку, и пассажирский самолет с хищником на борту вылетел. Ветеринары отметили, что у медведя есть шансы на выживание, но дали неутешительный прогноз. Едва ли хищник когда-то сможет ходить. Помимо множественных ранений от картечи и повреждений ребер у Мишки обнаружили перелом позвоночника, контузию спинного мозга и миелопатию. Ему парализовало задние лапы, и зверь мог лишь ползать с помощью передних лап. Тогда же ему дали кличку Диксон. Несмотря на тяжелый диагноз, в зоопарке ветеринары сделали многое возможное для реабилитации Диксона. В своей клетке с ним занимались физиотерапией, он плавал и играл, в его состоянии даже наметился прогресс, Мишка стал активнее двигаться и, возможно, шел на поправку. Однако сегодня из московского зоопарка пришли тяжелые новости. Некоторое время назад зверю стало хуже. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление. Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности во сне, рассказала гендиректор зоопарка. Специалисты рассказали, что в последнее время у Диксона появилась одышка. Он стал мало есть и реже выходить в уличный вольер. Болезнь усугубилась из-за прогрессии поражений спинного мозга и вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей. Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживет. Но мы решили сделать многое возможное, чтобы его вылечить. Нам помогали многие ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации. Мы переоборудовали для него вольер, построили бассейн для реабилитации в воде. Ежедневно занимались с ним на тренингах и спустя время стали замечать постепенное возвращение чувствительности и двигательной активности его задних лап. У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться. В зоопарке скончался белый медведь Диксон. Хищника нашли на севере с огнестрельными ранами, из-за которых Диксону парализовало задние лапы. К сожалению, история оказалась с печальным концом, но для этого медведя было сделано все возможное, чтобы его спасти. Что вы думаете по этому поводу?
Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если нравятся подобного рода истории. Подписывайтесь на наш канал.